Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Очень рад вас видеть и приветствовать, поздравить с успешным проведением очередного заседания Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Я знаю, что вы обстоятельно обсуждали все текущие вопросы, не только сегодняшнего дня, но и на перспективу поработали. Вижу, мы знаем, это с коллегами, со своими тоже обсуждаю, что все участники организации твердо привержены укреплению авторитета, ее роли в международных делах. А в следующем году председательство, как вы знаете, переходит к Российской Федерации ВДКБ. Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации. И как я уже недавно говорил своим коллегам, главам государств, безусловно, наша работа будет продолжением того, что было сделано нашими кыргызстанскими друзьями, и это будет полная преемственность по всем основным направлениям нашего взаимодействия. Оно понятно какое, понятно на каких направлениях мы видим приоритеты. Это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия. Парламентская ассамблея была создана 20 лет, почти 20 лет назад, в 2006 году, и действительно вносит серьезный, заметный вклад в совершенствование гармонизации законодательства между нашими странами в области обороны и безопасности. Особо подчеркну модельный закон по вопросам противодействия терроризму, который является одним из существенных элементов нормативной базы, без которой нам на практическом уровне очень трудно принимать какие бы то ни было решения. А это, конечно, прежде всего ваша заслуга, заслуга ваших коллег, которые работали над этим нормативным актом и приняли его вместе с вами, разумеется, и под вашим руководством. Ассамблея традиционно многое делает для мониторинга выборов. Это, на мой взгляд, очень важно для того, чтобы обеспечивать стабильность нашей внутриполитической повестки. Насколько это важно, говорить нет необходимости, вы прекрасно это понимаете. И хочу вас тоже за это поблагодарить, потому что создание таких представительных и очень авторитетных мониторинговых групп оно помогает каждому из наших государств проходить, во-первых, через эти этапные пути, связанные с выборными кампаниями, а во-вторых, подчеркивать легитимность происходящих в наших странах политических процессов. Но и совместные политические заявления тоже имеют значение. Вот принятые вами сегодня заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира тоже имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур. Новая пятилетняя программа межпарламентского взаимодействия принята, да? И это говорит о том, что наша работа рассчитана и не связана с текущей конъюнктурой, она рассчитана не только на самое ближайшее время, но имеет такой горизонт как минимум среднесрочный. И это делает нашу работу стабильной, предсказуемой и создает условия для плодотворной работы на уровне исполнительных органов власти. Вам большое спасибо. Благодарю вас за внимание. Пожалуйста, Вячеслав Викторович. Уважаемый Владимир Владимирович, вы все, в принципе, сказали. И задачи, которые должна решать парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности, хочется, наверное, подчеркнуть одно, что для нас, безусловно, важно, когда главы государств уделяют внимание развитию парламентского измерения. Поэтому, когда речь идет о парламентской ассамблее, она может эффективно работать только в том случае, если реализует задачи в повестке глав государств. Собственно, мы и видим так перед собой эту работу, ее структурируем, потому что понимаем, что главный приоритет – это формирование правового поля,
Организации договора коллективной безопасности у нас все решения принимаются через консенсус. Идет не просто все это, где-то во времени долго, но мы выходим на решения, которые дальше уже реализуются в рамках национальных законодательств. Вот сегодня в ходе заседания парламентской ассамблеи ДКБ принято было 7 модельных актов. Это в количественном выражении цифра небольшая, допустим, если сравнивать его с любым заседанием национального парламента. Но на самом деле это эффект длительных согласований, выработки решений, итогом которого уже является принятие такого акта. Но значит, все страны поддержали, и согласования прошли, в том числе и в органах исполнительной власти. У нас, если говорить о прошедшей работе, на сегодняшний день нашу правовую основу работы Организации договора коллективной безопасности составляют 104 документа. За прошедшее время они были приняты. Если говорить о пятилетнем периоде, мы сегодня подводили итоги работы, 35 правовых актов, модельных законов принято самого разного формата, это соглашение. Вот что касается перспектив, программа сегодня также обсуждалась, мы ее всесторонне рассмотрели и для себя определили на ближайший пятилетний срок выработку и принятие 45 уже модельных актов. То есть мы наращиваем эффективность работы, но еще раз хочу подчеркнуть, что нам главное, чтобы эти модельные акты не оставались на уровне парламентских решений в рамках ассамблеи. Хорошо, когда они уже экстраполируются в национальное законодательство, а это значит, мы одинаково видим вопросы, связанные с борьбой против терроризма, препятствием проникновению наркотрафика или темы, связанные с безопасностью других сегментов. Сегодня вот обсуждали мы вопросы, в том числе информационных технологий, развивается искусственный интеллект. И когда мы говорим об этом, безусловно, надо делать все для того, чтобы было сформировано правовое поле. Потому что, с одной стороны, надо поддерживать и развивать, но с другой стороны, есть и вызовы, и проблемы сегодняшнего дня. Вот в одной из стран Евросоюза взяли и министра назначили в виде искусственного интеллекта, а сейчас уже к нему предъявляют претензии, потому что он проворовался. Нет базовых законов, которые бы регулировали вопросы, связанные с искусственным интеллектом, роботом и человеком. И, конечно, когда речь идет о организации договора коллективной безопасности, нам правовое поле необходимо сформировать с тем, чтобы то или другое направление, с одной стороны, эффективно развивалось, а с другой стороны, чтобы не наносило вред людям. И в этой связи, конечно, нам надо обмениваться мнениями, искать лучшие решения, практики, и в этой связи, конечно, вот этот парламентский формат, он как нельзя эффективен, потому что мы привлекаем большое количество экспертов, смотрим, как эти вопросы решаются в Казахстане, в Беларуси, в Таджикистане, в Кыргызстане, поэтому вот такое заседание прошло. Вы правильно сказали, что на будущий год у нас 20-летие работы парламентской ассамблеи, и мы с своей стороны, конечно, постараемся проанализировать пройденный путь, наметить задачи на перспективу. Но главный наш приоритет – это законодательное обеспечение решений глав государств, Совета АДКБ. Вы об этом говорили. Мы следуем повестке принятых решений и стараемся с своей стороны сделать все, чтобы парламентское измерение было эффективным. Спасибо. Так, коллеги, пожалуйста, кто хотел бы что-то добавить?